Мужчины, здравствуйте! Всех вас приветствую. Меня зовут Алла. И сегодня давайте посмотрим такую тему, как кому вы интересны, кто вами интересуется, что это за женщина и с какой целью она вами интересуется. Итак, расклад на одну позицию. В одной позиции всегда я рассматриваю несколько женщин, поэтому смотрите видео до конца. Напоминаю о том, что это общий расклад, поэтому он будет не со всеми резонировать. Также для тех, кто хочет заказать у меня личное гадание, это будет уже платная услуга. Мои контакты на экране. Пишите в WhatsApp или в Telegram. Итак, поехали. Кому вы интересны? Так, и вот у нас уже выпала сама по себе королева пентаклей и аркан-отшельник. Королева пентаклей у кого-то может отыграться как ваша жена, а у кого-то может отыграться просто как королева пентаклей. То есть это может быть земной знак по знаку зодиака, телец, козерог, дева. Либо можно еще говорить о визуальной, скажем, картинке. То есть это женщина с русым цветом волос, серая, могут быть зеленые еще глаза. Судя по аркану отшельник, вы сейчас либо минимально общаетесь, либо, может быть, вы находитесь в разных городах, либо в разных странах. То есть по аркану отшельник, как правило, отношения либо, как вы знаете, сходят на нет, либо, если говорить о новых отношениях, то есть когда вы только-только познакомились или только недавно начали общаться, аркан отшельник — это когда вот между вами есть какая-то прохлада, вот когда вы чувствуете, что человек либо закрыт по отношению к вам, либо человек вас держит на дистанции, либо ощущение, что вот она вас не пускает. То есть она может не отвечать на какие-то ваши важные вопросы, она может где-то как-то вас игнорировать, она может вам что-то не договаривать. Ну, то есть вы чувствуете, что вот что-то происходит не то. Так, еще у нас здесь вышла королева чаш сразу. Так, ну то есть тут две женщины. Ну, будем разбирать тогда две. Значит, смотрите, вот это вот первая история, которая сейчас выпала в раскладе. Здесь я буду вам сразу читать две женщины. Значит, у кого-то, мальчики, из вас может быть ситуация, когда у вас сейчас две женщины. Я вам перечисляю все варианты, а вы уже сравниваете, где-то ваша реальная ситуация. Значит, у кого-то может быть сразу две женщины как вариант для выбора. То есть королева чаш — это такая вот больше как блондинка. Королева пентаклей — это больше русый цвет волос. Здесь может быть такое, что есть королева пентаклей как вариант ваша бывшая, с которой вы сейчас в отшельниках. То есть общение практически либо сошло на ноль, либо общение такое, знаете, вот по восьмерке пентаклей это может быть вот как решение каких-то бытовых вопросов по телефону. Особенно если у вас есть, например, там общие дети, то есть вы можете с ней общаться именно по вопросу быта, по вопросу детей и так далее. А вот с королевой чаш здесь двойка чаш. То есть это о том, что это может быть как раз вот новое завязывание отношений, когда вот вы пошли именно в эту сторону к королеве чаш. То есть вы здесь сейчас как раз можете нарабатывать новые отношения, и эта женщина сейчас очень много о вас думает. По рыцарю мечей могу сказать, что она даже очень активна по отношению к вам. То есть она может, знаете, как типа либо как вот пытаться вас завоевывать своей инициативой. То есть она может вам часто звонить, писать, очень активно интересоваться вашей жизнью, очень активно показывать свой женский интерес к вам как мужчине. Поэтому у кого-то из вас может отыграться история, что вот здесь сейчас все заканчивается, а вот здесь все начинается. Это первый вариант интерпретации. То есть с королевой пентаклей сейчас как бы отношения, которое тупиковое, которое запутанное. То есть вы понимаете вот по тузу мечей, что пора уже прекращать эту историю, потому что ну там как бы кроме выноса мозга, кроме вот запутанности, кроме вот какой-то неясности, кроме вот каких-то таких, знаете,
неприятных эмоций, этот человек у вас уже ничего не вызывает. Поэтому большинство из вас, вот если это ваша ситуация, то вы сейчас будете сами эту женщину спускать на тормозах. Она и сама как бы не особо уже как-то так активно проявляется и как бы может вам как мешать в вашей жизни, поэтому вы сами как бы перед ее носом закрываете дверь. А вот королева чаш – это женщина, которая очень сильно вами интересуется. Здесь все карты говорят о том, что человек очень сильно заинтересован в том, чтобы с вами построить отношения. Давайте уточню шестерку жезлов. Что ты хочешь? Так, аркан Солнца, Луна, Император. Ну, смотрите, королева чаш здесь заинтересована в том, чтобы вы стали ее главным мужчиной. То есть здесь женщина очень, так знаете, целенаправленно, как бы вот направлена по отношению к вам, в том плане, что здесь женщина пытается вас в хорошем смысле привязать. То есть имеется в виду, что, вы знаете, ей хочется, чтобы она понимала, что ее симпатия к вам, она тоже взаимно. Ну, то есть, как бы, что вы не просто там пролетите, как поезд на пустой станции ЖД, а вы остановитесь на этой станции, и как бы она понимает, что вы ее выбрали. Потому что, с одной стороны, видно, что она очень сильно хочет вот вас завести в отношения с собой. С другой стороны, здесь очень много вот каких-то таких сомнений. Видимо, она понимает, вот аркан Луна здесь может быть о том, что она понимает, что у вас еще вот эта вот королева Пентаклей, она то ли не отпустила вас, то ли она до сих пор присутствует в вашей жизни. И королева чаш понимает, что вот эта мадам, она может у кого-то пытаться вас как бы вернуть обратно, а у кого-то, что она, знаете, как вот своим присутствием в вашей жизни, она портит ваши отношения, потому что вы закрываетесь, вы не доверяете женщинам, в том числе этой королеве чаш, потому что вот эта мадам могла настолько вам уже, знаете, как испоганить жизнь, что вы уже от королевы чаш закрываетесь, потому что вам кажется, что все одинаковые женщины, либо, знаете, как обжегшись на молоке, вы начинаете дуть на воду. И королева чаш это понимает. Поэтому здесь женщине очень сильно хочется, знаете, вас как бы разуверить в том, что она не такая, что она это не ваша бывшая, и ну, как бы вам не стоит ее бояться, потому что она не планирует вам причинять никакую боль. Здесь женщина действительно очень сильно заинтересована. Да, здесь она как бы хотела вас вытянуть на какой-то новый уровень. Смотрите, то есть она хочет стать вашей главной женщиной, и она видит вас как пару, император и императрица. Ух ты, мальчики, ну вот чья это история? Здесь очень классный прогноз, потому что вот эта королева чаш, она видит вас как своим мужчиной по жизни. Ну и аркан Иерофант, это в принципе, знаете, как вот мы с тобой одно целое, я вижу тебя своим мужчиной, я хочу идти с тобой по жизни вместе. Тут вплоть до того, что кто-то из женщин хочет даже вот прям венчаться. Вот на таком фоне, что вот как бы все. Вот я точно определилась, что ты мой человек. Ну, классно. То есть чья-то история, то как бы я вас поздравляю. Здесь женщина вот действительно королева чаш, которая вас любит и которая заинтересована в вас как человеке и как в мужчине. Так, давайте еще посмотрим, кто вами интересуется. Кому вы интересны? Какой женщине вы интересны и для чего она вами интересуется. Так, кардинальный сразу такой аркан смерть открыл историю. Так, повешенный. Ну, тут какая-то история такая жестковатая. Здесь какая-то запутанная ситуация. Здесь, видимо, отношения, которые очень долго, ну, как бы не то чтобы длятся. Здесь больше речь о том, что вы давно друг дружку знаете. Здесь у кого-то, ну, как бы здесь тоже может быть ваша бывшая. Значит, я вас разделю здесь на две категории. У кого-то первая категория – это то, что это ваша жена, то есть вы уже были когда-то вместе, вы были женаты, а у кого-то это может быть любовница, либо как подруга, с которой вы очень давно знакомы, но ваши отношения, вот они как бы не могут выйти на какую-то финишную прямую. Такое ощущение, что вот каждый раз что-то такое происходит, что
знаете, вот вам как бы мешает вот прийти к какой-то конкретике в отношениях. Здесь такое ощущение, как вот женщина от вас закрывается. Вот как только, знаете, вот вроде бы только вот-вот уже все должно быть хорошо, и потом она схлопывается, и вы не понимаете, что произошло. То есть такое ощущение, как будто вот на пустом месте, вот из-за какого-то пустяка вообще абсолютно, вот вы расстаетесь. Кто смотрел, может быть, слышали фильмы с Джулией Робертс, у нее был такой фильм «Сбежавшая невеста». Вот кто помнит, вот помните, когда она каждый раз, там было очень много мужчин, каждый раз она пыталась построить отношения, и вот когда уже вот-вот должна быть свадьба, она сбегала из-под венца, и женихи не понимали, что не так, ну вот в чем проблема. Здесь женщина, вот я не помню, как это в психологии называется, есть такая фобия, когда человек боится жениться. Особенно, ну, как бы это у мужчин больше всего, но у женщин, как оказалось, тоже такая есть фобия. Здесь женщина, которая боится семьи. То есть у нее где-то такая вот связка в ассоциациях, что семья-тюрьма. То есть она может бояться, знаете чего, ей может казаться, что вот как только вы поженитесь, вы там ей начнете что-то навязывать, вы начнете ее контролировать, вы ее там запрете, грубо говоря, дома. Здесь у человека какие-то вот психологические триггеры работают. Может быть, она в семье наблюдала вот такие отношения между родителями. Может быть, ее очень жестко воспитывали. В том плане, что она была всего лишена, ее очень сильно контролировали, наказывали дома, и у нее срабатывает ассоциация, что семья, вот ежедневные отношения, это что-то такое, вот в чем ты себя чувствуешь очень некомфортно, очень в таком напряжении, когда тебя там то ли вот как бы контролируют, то ли тебя как-то там оскорбляют, то ли тебя лишают там своего мнения, то ли как бы ты вообще себя чувствуешь как в какой-то клетке. И вот у нее здесь вот такая картина, что вот с одной стороны она вроде бы как вот вас любит, здесь человек на самом деле очень сильно боится вас потерять. И при этом прикол в том, что карты говорят, что она постоянно вас теряет. То есть вот она как бы ходит по какому-то замкнутому кругу, когда сбывается вот ее собственное вот эти негативные пророчества. То есть вроде бы как с одной стороны хочет быть, с другой стороны боится отношений, с третьей стороны боится потерять эти отношения. И получается, что она каждый раз вот как бы теряет эти отношения. При этом, смотрите, прикол весь в том, что десятка чаш есть. Здесь есть справедливость, здесь есть колесница. То есть здесь человек на самом деле хочет быть с вами, но, знаете, у него реально, как тут у кого-то действительно может быть порча родовая, может быть, мальчики, здесь и такое. А у кого-то здесь вот прям какие-то родовые триггеры. То есть такое ощущение, что она реально как сбежавшая невеста. То есть вы знаете, вот есть такое понятие, как панические атаки. Вот у нее вот как будто реально перед тем, как вот надо идти в ЗАГС, вот у нее могут быть даже панические атаки, вплоть до такого, что вот она понимает, что вот если вы распишетесь, вот как будто вот ее что-то внутри начинает сжимать, у нее начинаются вот прям какие-то внутренние, даже не знаю, как это назвать, знаете, как человек задыхается. Вот настолько здесь могут быть фобии. И здесь может быть совет не жениться официально, а жить в гражданском браке. Здесь совет, чтобы вы это проговаривали, чтобы она понимала, что вы ее поддерживаете, вы понимаете ее вот эти проблемы. В принципе, женщина здесь хочет с вами быть. Но, знаете, с одной стороны, она, видимо, об этом не проговаривали, а с одной стороны, она понимает, что как бы вот ей очень страшно с вами вот находиться в таких эмоциях, она боится осуждения с вашей стороны, она боится вашего вот этого непонимания, типа, ну ты что, дура, что ты творишь, там, что с тобой происходит. То есть вот если бы она вам открылась, вот если бы она вам рассказала про эту свою проблему психологическую, то я думаю, что вам было бы проще ее понимать, что с ней происходит. Да, здесь женщина как бы на самом деле очень сильно хочет с вами быть вместе. Вот она, кстати, вышла, королева жезлов. Вы для нее здесь очень ценный человек, которому она действительно, смотрите, испытывает чувства. Но вот эти вот ее страхи, вы знаете, что они даже сильнее, чем ее чувства к вам. Поэтому здесь действительно вот есть страх
перед семьей, страх перед замужеством, страх того, что она потеряет себя в этих отношениях. Потом, мальчики, тут, конечно, человек с очень большими психологическими триггерами, именно вот как разрушительными программами. Поэтому тут, конечно, разбираться и разбираться. Так, на этом все. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Для тех, кому необходима помощь, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Это будет уже платная услуга. Помогу вам разобраться в ваших самых запутанных ситуациях на любую сферу жизни. Пишите в WhatsApp или в Telegram, я отвечаю только в переписке. На этом всем пока и всем до новых встреч.